Мясо хочешь? Конечно, хочу. А я тебе предлагаю вкусный, полезный стейк из цветной капусты. От мяса стареют. Видишь, жена мясо не ест и молодеет и хорошеет с каждым днем. Шучу, друзья. Привет, с вами Ух ты кухня. Сегодня полезное вкусное блюдо. Конечно же, друзья, просто капуста будет скучно. Сделаем вкусный оригинальный соус. У меня здесь уже варится стакан нута. Я его заранее замочила на 12 часов, добавила щепотку соды и готовим. Ну а мы продолжим. Цветную капусту нарезаем на стейки. Я отрезаю краешки. Я позже покажу, друзья мои, что я с ними делаю. И нарезаем. Я уже предвкушаю, как это будет вкусно. Вот такие вот красавцы получились. Выкладываю стейки на противень с пергаментной бумагой. Щедро солю. Черный молотый перец. Вообще специи могут быть любыми, какие любите. Я еще присыплю красной сладкой паприкой. Сверху выкладываю кусочки сливочного масла. Такие тоненькие. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 25-30. Время от времени буду поливать ароматным маслом эти кусочки. Нут у меня уже сварился. Даже видно, некоторые развалились. Сливаю воду. Она мне может еще пригодиться. Пересыпаю нут в измельчитель. Одну среднюю отварную свеклу. Для удобства немножко измельчу ее. И сюда же. Пол чайной ложечки соли. Черный молотый перчик. Немного чеснока. У меня это чесночное масло. Сок лимона. Подкислим это дело хорошенечко. И сюда же 2-3 ложки оливкового масла. Все. Накрываю и измельчаю. А чтобы блендеру было легче справиться, друзья мои, можно налить отвара от нута. И продолжить. Готово. А как это вкусно! Я бы никогда не поверила, что нут со свеклой может дать такой эффект. Посмотрите, какая консистенция. Я хочу попробовать уже, друзья мои. Во. А чтобы стейки получились действительно вкусные, а не просто запеченная капуста, я, друзья, во время процесса буду смазывать маслом. Можно тем, что стекло, а можно вот так в пиалочку немножко налить и смазывать. Поверьте, та капуста будет намного вкуснее. Если когда-нибудь пробовали тушеную капусту в духовке, то вы понимаете, о чем я. Все, я думаю, еще несколько минуточек. А пока пекутся стейки, друзья, предложу вам очень вкусную маринованную цветную капусту. Я уверена, вам понравится. Делю на соцветия, немножко помельче, а вот так вот примерно, и в миску. 1 сладкий красный перец. А вот так вот нарезаю на кружочки или на соломку, не имеет значения. Морковь на терке по-корейски, можно и на обычную. Перекладываю в миску и перемешиваю. И в банку. Немножко встряхиваю, чтобы больше влезло. И продолжаю. Даже маленькие кусочки, друзья, все сюда будете вылавливать. Уж поверьте, потому что это вкусно. А сейчас маринад. В кастрюлю 1 литр воды. Я заранее ее закипятила, чтобы было быстрее, друзья мои. Включаю нагрев. Сюда 30 граммов соли, 30 граммов сахара, 10-15 горошин черного перца, 50 миллилитров растительного масла. Перемешиваю и довожу до кипения. Когда закипело, даю прокипеть 1-2 минуты, чтобы перчик открыл свои вкусы и все хорошо растаяло. Затем выключаю нагрев и вливаю 100 мл яблочного 5% уксуса.
Если у вас 9%, понадобится 60 мл. Снова перемешиваю. И этим горячим маринадом заливаю капусту. Как раз. То, что доктор прописал. Накрываю крышкой и оставляю до полного остывания. А какое она вкусное! Это та капуста, которую мы делали в прошлом году. И тебе понравилось, но видео так и не отсняли. Делюсь, друзья, в этом. Когда содержимое баночки остыло, убираю в холодильник. И через сутки, друзья мои, можно наслаждаться. Мы с Сережей уже пробу сняли. Слышите, как хрустит? В меру соленая, в меру кисленькая, с легкой сладостью. Друзья, вот такая вот вещь. Готовьте, радуйте своих близких. Сережа, так вкусно пахнет у нас сегодня, что мы точно вроде мяса готовим. Посмотрите, какая красота. А? Все, готово. Опа. Оп. Красота. Угу. Ну что, друзья, подаем. Берем наш соус. Друзья, он такой вкусный, что его можно даже просто взять на хлеб, намазать и с радостью съесть. К тому же это еще и полезно. Распределяем. Ну, делаем что-то красивое, ресторанное. Кто как умеет, друзья мои. Не принципиально. Берем наш стейк. Опа. И красивенько выкладываем сюда. Ваня, он как дерево. Ну, зелени. Ванька, это шедевр. Скажи. Ну, теперь, друзья, буду пробовать. Что же приготовила? Стейк. Сверху соус. Казалось бы, и горох, и свекла, и капуста, все вместе. А это так вкусно. И полезно. Да, и это полезно. Во. Сережка, ешь свое мясо. Попробуйте хотя бы разок приготовить это блюдо. Я уверена, вам понравится. И соус вкусный, и капуста, запеченная таким способом, совершенно другой вкус, чем у нее сырой, без всяких посторонних привкусов, запахов. Сереж, ну это настолько вкусно, что это просто. Мясо давай, Анютка. Ой, друзья, что делать с этими мужчинами? Мясо так мясо. А я буду без мяса и буду долго жить и буду красивее, чем ты. Что тут твое мясо? О, Это оно? оно. Хватит тебе? Смотри, какая котлетка. И вот так вот на дерево жизни котлету тебе. Пожалуйста. Наслаждайся. Ставьте лайки, Благодарю. друзья. Пожалуйста, на. А я воздержусь, я буду есть капусту, потому что это вкусно. Всем мирного неба, счастья, здоровья и благополучия. Куда ты мой кусок мяса отрезаешь? А хочу попробовать, как это все вместе, если еще такую котлетку с этим соусом и с капустой. А ну. Угу. Все понятно, давай. Вкусная с котлетой.